сделать себе нашумевшую операцию, эндоскопическую подтяжку лба и средний треть. Я очень хочу новую меня. Нет у меня скобы в голове? Вообще? Это просто что-то... Мне все нравится. И все такие, о господи. Приветствую вас на канале Global Medic. Итак, знакомимся с Машей. Маша – это уже постоянная наша пациентка. Год назад она делала ринопластику у доктора Гамзе, а теперь приехала на другую операцию к нашему доктору Джему, который специализируется на работе с лицом. Маша будет делать эндоскопическую подтяжку средней трети лица и бровей, а также подтяжку лба. Я знаю, вы, наверное, уже подумали, как можно в таком молодом возрасте делать такое количество процедур. Но, как я всегда вам говорю на этом канале, мы делаем операции не согласно возрасту, а согласно показаниям. Маша сейчас сама расскажет, какие проблемы сопутствуют ей уже на протяжении не одного года, и вы поймете, почему она выбрала именно эти операции, а в конце увидите результат. И точно будете шокированы, я вам это обещаю. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце всех, кто хочет сделать операцию или подумывает об этом, ждет сюрприз. Поехали! И снова здравствуйте. Прошел ровно год после моей ринопластики. Я снова решила вернуться в Турцию для следующей операции. Это стало моей такой маленькой приятной традицией. Каждый год встречать Новый год себя обновленной. И в этот раз я решила сделать себе нашумевшую операцию, эндоскопическую подтяжку лба и второй трети, средней трети получается. Я всю свою жизнь закалывала свой лоб, тяжелый лоб, надбровка. И я каждые 3 месяца обязательно прохожу процедуру обкалывания своего лба, и я немножечко уже подустала и хочу решить эту проблему на долгий период. Вот поэтому я решилась на эту операцию, плюс я посмотрела всякие интересные результаты Линдси Лохан и наших мировых звезд, поэтому сейчас это операция на пике, я решила тоже попробовать это на себе. Решила потестить, так что я теперь жду результата. Я надеюсь, что я буду более с открытым взглядом, более посвежее буду выглядеть, вот, как-то вот так вот. Так что я готова. Потому что я уже пережила одну операцию с девочками в Турции, я знаю, как работают профессионалы, мой новый носик. Вот, так что я вообще без переживаний иду на эту операцию. Hello, how are you? Yeah. I'm fine. I'm ready. Okay. Yes. Супер. It's really important. Here. Расскажи мне детально о своей проблеме, какие у тебя ожидания от результата. У меня очень тяжелый лоб с детства, и я его все время закалываю туда наверх, получается, ботоксом Dysport. Если я не контролирую свой лоб, свои мышцы, он прям очень падает. Например, если я расслабляю лицо... Ботокс, ладно? Сейчас есть? Нет, я последний раз делала в августе. Но мне делали очень маленькую дозу, чтобы он рассосался. Когда у меня еще очень тяжелая, это отечная сама кожа по себе, получается, надбровка отекает, и получается такой прям хмурый взгляд, поэтому мне прям хотелось бы. Эндоскопическая подтяжка средней трети лица, бровей и лба выполняется через небольшие разрезы, которые обычно скрываются в волосистой части головы. У Марии их будет 4, 2 на висках и 2 над лбом. Доктор в работе использует эндоскоп, который оснащен камерой и позволяет ему работать с высокой точностью, минимизируя травматизацию тканей. Операция подтяжки лба выполняется крайне редко, но Мария – идеальный кандидат. Я не переживаю о ходе операции, как это все будет происходить, как я буду выходить из моего состояния, потому что я мотивирую себя результатом. Я очень хочу новую меня, я хочу увидеть себя в новом образе, поэтому я больше жду, чем переживаю. Я такая в предвкушении. Посмотри, какую прическу сделала. Вау! Я ждала, что ты меня будешь снимать. Сейчас мы планируем сделать эндоскопическую подтяжку средней части лица и эндоскопическую подтяжку бровей одновременно. С помощью эндоскопического подхода мы также можем поднять внутреннюю часть брови вместе с внешней частью. Обычно при височной подтяжке мы можем поднять только боковую часть брови, хвостик брови. Но с эндоскопическим подходом мы можем также поднять и внутреннюю часть. Таким образом, у вас будут небольшие разрезы внутри волос. И здесь, чтобы получить доступ к средней части лица, наше отделение кожи идет до носогубных складок здесь, чтобы поднять среднюю часть лица. И весь лоб, чтобы поднять брови. Хорошо. Готовимся. Настраиваемся на операцию. Уже это полная подготовка. Нет у меня скобы в голове? Пока нет. Пока не выходили. Ну, прекрасно.
Да? Вообще, это просто что-то... Мне все нравится. А я еще в один день волосы распустила, и такая со спины девушка поворачиваюсь, и такие, о, господи. Слушай, я не думал, что так быстренько все будет спадать. I really like it. У меня даже синячки все прошли. Нам все кажется. Что это самое страшное? Не, в целом прикольно. Вот эти прям эти шовчики прям еще болят вот эти. А голова болит? Мне казалось, что у меня тут скоба, это шов был, а вот это тянет, да, вот эту часть больше затягивает. Ну, вообще, в целом, очень прикольно. Доктор говорит о том, что все мышцы у тебя уже работают, все хорошо. Да, я чувствую, что они двигаются, просто они такие чуть-чуть. Эмоции могу давать. А потом микротоки можно сделать? Можно микротоки делать, но чуть попозже. Через недельки 2 недели. Через 2 недельки. Да, вообще супер. Еще уйдет, я буду... Доктор говорит, через 3 недели люди уже не поймут, что у тебя была операция. Супер. окей. Thank you so much. Thank you. Привет! И это 5-й день после операции. Я сегодня посетила контрольный визит к своему доктору. Мне сняли лейкопластыри, тейпы, освободили мое лицо, обработали шрамчики, остались вот тут буквально там чуть-чуть у меня тоненькие, да, там еще полосочки. Вот, я очень довольна результатом. Мне сказали, что... Мой доктор сказал мне, что отеки будут спадать. С каждым днем все, мое лицо будет все выглядеть лучше и лучше. Потихонечку вот эти части мышечные будут опускаться, бровки становиться на месте. Сейчас у меня немножечко сверхэффект. Вот, поэтому я буду ждать своего результата. Обязательно буду делиться своими результатами с вами. Я очень довольна сейчас. Я чувствую, как мои брови подняты наверх, потому что раньше я сама их пыталась контролировать. Сейчас я чувствую себя очень комфортно, расслабленно, я не контролирую свое лицо. Я чувствую лифтинг-эффект, я стала свежее, моложе. Буду ждать, конечно, окончательного результата, но в целом я уже очень довольна. Я уже вижу наметки, основной результат, поэтому Самое главное, нужно понимать, друзья, что это не финальный результат. Просто вот это нужно сразу, когда вы смотрите это видео, понимать, что это не финальный результат, это всего лишь 5-й день после операции. Соответственно, вот сейчас на 5-й день, и то, что я видел, когда привезли после операции, это просто небо и земля. Надо быть готовым к этому шоку. Надо быть реально к этому шоку, быть готовым. Поэтому... Но потом это будет шокирующий результат, именно положительный, крутой эффект. да, крутой эффект будет. Поэтому я, конечно же, вот сейчас мне безумно нравится, потому что видно наметки врача, видно, как врач все поработал с мышцами, поработал на лице. Мышцы все двигаются, вся мимика присутствует, просто надо подождать, пока вот уже отеки сойдут. Сейчас есть показания, например, там, эндоскопической подтяжки лба. Я так понимаю, что можно вообще там с 20 лет, да, там с 18 по показаниям делать эндоскопическую подтяжку 2-3. Чем раньше ты начнешь, тем дольше твоя молодость продлится, и твой свежий эффект лица сохранится на долгие годы. А самое главное, мне нравится безумно доктор Джем, и вообще вот как работает Global Medic, да, вообще как девчонки работают, вся команда. Мне нравится то, что если тебе не показано, тебя никто не возьмет. Тут не про коммерцию. Тебя не будут уродовать. Тебя не будут уродовать. То есть суть в том, что когда ты говоришь, я хочу сделать, например, брови, например, я там хочу. Доктор посмотрит и скажет, да, реально тебе нужно или не нужно. Вот элементарно Марии делали, получается, операцию, и доктор увидел, что ей потребовалось небольшой липофилинг для того, чтобы потом лицо было максимально кожа, себя комфортно чувствовала, когда будет спадать весь отек. Друзья, мы про липофилинг, вот этот момент, там, проговаривали, что обсуждали. Доктор увидел, что это требуется, и он просто сделал как экстра, типа, как дополнительно, вот это, знаете, доработал, чтобы это было все красиво. То есть здесь про качество, про здоровье. Да. Но при этом нет такого, знаете, что мне выкатили чек. Но, слушайте, sorry, not sorry, но у вас там был липофилинг. Это дополнительная опция. Заплати. А кто понимает вообще пластику, то липофилинг это как отдельная процедура, на минуточку. Это не просто, знаете, там, тут взял, сюда поставил. Ну, как бы нет, так не работает. И, друзья, так как мы снимаем сейчас это видео на 5-й день после операции, я обязательно буду результатами своими делиться через месяц, через 3 месяца, через полгода, через год. Поэтому не забудьте подписаться на этот канал. Вы сможете следить за моими результатами каждый этап. И обязательно подписывайтесь на Instagram. Там обновления идут каждый день.
Ну что, как вам результат? Напишите в комментариях, стоило ли Маше в своем юном возрасте делать 2 достаточно инвазивные операции. Что думаете по этому поводу? Кстати, на этом канале у нас есть еще несколько видео про подтяжки лица. Я вам очень рекомендую посмотреть эти классные преображения. Но там в конце этих 2 видео результат через неделю после операции. А если вы хотите посмотреть результаты наших пациенток вот с этих видео или с каких-либо других через месяц, 2, 3, полгода, это мы обновляем в нашем инстаграме. Подписывайтесь на наш инстаграм Plastica Global Medic. А теперь обещанный бонус. Если вы думали про подтяжку лица, хотите ее сделать, но никак не можете решиться, я вам в этом помогу. Я дарю первым 20 девочкам, кто решится на операцию подтяжки лица, скидку в 5% от стоимости вашей операции. Что для этого нужно сделать? Да все просто. Напишите под этим видео комментарий минимум из 4 слов. Я думаю, вот оцените результат Маши как раз и покажите этот комментарий нашему медицинскому консультанту. И ваша скидка у вас. А мы с вами увидимся в следующих видео, а с теми, кто решился на операцию, до встречи в Стамбуле. Пока!